Всем добрый день! Это Таро-расклад, Таро-предсказания для знака зодиака Овен на сентябрь 2023 года. У меня в руках колода карт Символон. И еще сегодня, как обычно, вторая колода карт Moonology, на которой мы тоже посмотрим, что ждет Овнов в сентябре 2023 года. Я, как обычно, достаю 6 карт, потому что это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга и рассматривает все стороны жизни человека. Итак, первая карта. Карта Сатурна или Мудреца. Но здесь ваш фокус Овны может быть направлен на партнерские отношения. Причем вы осознаете, что это не так-то просто вам дается. Может быть, партнер заставляет вас задуматься об ответственности. Партнерские отношения — это не только романтические связи, да, но еще и какие-то совместные обязательства, когда вы решаете вместе проблемы и помогаете друг другу, и партнер заставляет вас, возможно, опускает вас на землю, заставляет вас приземлиться, не витать в облаках, а жить в соответствии с жизненными реалиями. У кого-то здесь встреча с человеком, мужчина или женщина, неважно, который будет старше вас, мудрее вас. И, возможно, ваш партнер будет учить вас жизни. Но это будет хорошо для вас, потому что Сатурн и вот этот старец — это какие-то уроки мудрости, которые обычно люди получают, когда находятся в партнерских отношениях. Да, у некоторых здесь есть вероятность встретить человека старше вас по возрасту. Это может быть как ваш личный партнер по жизни, может быть, вы с тем, с кем вы уже знаете, да, друг друга, вы решите как-то либо даже узаконить ваши отношения, либо, может быть, перейти на какой-то такой новый уровень, может быть, вы обговорите что-то, может быть, вы будете выбирать партнеров таких консервативных, похожих на вашего отца, деда или маму, бабушку. Как-то, может быть, партнер связан с вашим родом или с вашей работой, или, может быть, родители вообще найдут для вас человека, который будет будущим вашим мужем или женой. Это очень серьезная связь. Если вы с кем-то познакомитесь, Овны, в сентябре, то эта связь может оказаться для вас судьбоносной. И этот союз, если вы решите создать союз в будущем с этим человеком, это может быть на всю жизнь. А также очень благоприятно еще вообще выходить замуж или жениться в конце сентября, в октябре, потому что Венера выходит из этого движения, да? Поэтому, может быть, вы решите пожениться. У кого-то это может быть в связи с какими-то обязательствами, да, вам, может быть, придется жениться или выйти замуж, стать мудрее, стать серьезнее. И вот об этом нам эта карта говорит. Но мы сейчас еще откроем другие карты, потому что здесь может что-то еще поменяться, да. Карты взаимосвязаны в любом случае, как и наша жизнь. Все в жизни взаимосвязано. В секторе финансов я вижу здесь такая карта, если второе, то я бы сказала, что это карта Дурак. Здесь в колоде Символон несколько карт, которые напоминают карту Дурака. И вот это одна из них. Здесь мы видим человека, который идет вперед, несмотря на обрыв, да, несмотря на вот эту трещину на мосту. Смотрит в облака, смотрит на птиц, на бабочек, да. Здесь что-то такое, может быть, финансовое у вас есть, какие-то финансовые дела, и вы хотите их решить, несмотря на то, что вы серьезно рискуете. Либо вы не видите какую-то большую брешь в вашем финансовом кошельке, в ваших материальных делах, но вы идете вперед, и вы думаете, что все в порядке, а тем не менее ваши деньги в опасности, да, ваше имущество, ваши материальные блага. Если же это не связано с финансами, возможно, стоит вам задуматься о вашей
самооценки, да, может быть, вы слишком верите в себя, может быть, вы слишком уверены в себе, и это тоже может повлиять как на ваши финансы, так и на отношения с другими людьми. Вообще, кстати, хочу сказать, Овна, что сейчас в вашем секторе финансов, в знаке зодиака Тельца, Телец, находятся две карты, да, ой, простите, две планеты. Это Юпитер и Уран. И Юпитер, она сейчас в сентябре будет в ретро-движении, поэтому что-то у вас с вашими финансами может несколько приостановиться, может быть, денежные поступления как-то уменьшиться. Плюс еще ретро-Венера была, да, тоже могла она сказаться на финансах некоторых людей. Но в целом эти карты, эти планеты, они благоприятные, поэтому здесь вам, если и будут у вас какие-то проблемы с деньгами, я думаю, что вам не нужно, наверное, зацикливаться на них, да, вот что эта карта хочет посоветоваться. Даже если у вас и есть какие-то опасения, то вы их, скорее всего, преодолеете, да, потому что мы помним значение настоящей карты дурака. И это о том, что все-таки надо не сильно углубляться, не сильно задумываться, где взять деньги, а что будет, если их не будет. Но в то же время как бы и под ноги смотреть, да, то есть это как бы карта предупреждает вас, что у вас есть возможности, да, потому что здесь Марс Водолей, у вас есть возможности неожиданных каких-то поступлений финансов или того, что ситуация разрешится очень хорошо, но все-таки Меркурий в Близнецах говорит о том, что надо быть умным, надо быть расчетливым, надо быстро мыслить, если какая-то кризисная финансовая ситуация к вам придет. И тогда вы ее преодолеете. В третий, девятый сектор здесь у нас выходит карта урожая, да. Мы видим девушку, которая склонилась над дарами природы, да, то есть она, видимо, благодарит Вселенную, благодарит природу за вот эти дары, которые к ней пришли. В секторе общения, да, поездок и путешествий эти дары могут означать новые знания, которые вы получаете в сентябре, какая-то новая полезная информация, новые друзья и люди, которые приносят вам как конкретно пищу на ваш стол, так и какую-то новую информацию, которая оказывается для вас полезной, и вы можете использовать ее, так и просто вот эти знания, да, которые вы заслужили. Может быть, кто-то получает сертификат, может быть, кто-то поступает в какое-то учебное заведение, либо, наконец-то, вы получаете дивиденды, какие-то, может быть, финансы с книг, которые вы пишете, либо какую-то другую информационную работу вы вели, или какие-то знания получали. Вот сейчас у вас будет за это награда. Что еще здесь может быть? Это вообще удачная карта какого-то прироста. Может быть, у вас станет еще купить еще один автомобиль, либо лучший какой-то там автомобиль, любое транспортное средство. Может быть, вы переедете в новое жилье, в новую страну, какую-то плодородную, да. Может быть, вы просто соберете урожай на вашем участке, и он будет хороший, даже такой, что вы не ожидаете этого. Эта карта еще говорит о том, что у вас будет хорошее здоровье, хоть это и третий, девятый сектор, да, вроде бы как бы, но так как здесь у нас Меркурий в Деве, это хорошее здоровье, это у вас будут деньги, если вы решите, например, заняться какими-то процедурами, связанными со здоровьем. Ну и если вы, например, куда-то желаете поехать, покупаете какие-то билеты, что еще здесь может быть, любые, все, что связано с транспортом, с общением, с какими-то гаджетами, книгами, перепиской, все вот это как бы приносит плоды. Например, вы думали, стоит ли вам покупать новый ноутбук, будет ли мне это полезно, то особенно в конце сентября, да, вот это стоит делать такие дорогие покупки какие-то, да, то это принесет вам пользу, это действительно как-то вот улучшит ваш уровень общения, уровень знаний, то, как вы вообще с людьми общаетесь. Может быть, вы станете более благодарны за то, что у вас есть. Вы начнете благодарить, и в вашем лексиконе появятся слова благодарности больше, чем обычно. И вы вот как бы будете благодарить своих братьев, сестер, да, потому что это тоже сюда относится.
к вам могут приходить какие-то деньги из другой страны, от людей другой национальности, либо другой культуры. Дары, деньги, это тоже все сюда относится. Интересная карта выходит в четвертом, 10 секторе. И здесь игра, да, как бы шулер, или как его назвать, человек, который берет деньги за игру, да, нужно угадать. Интересно, и здесь мы видим два противоположных символа. Это опять ось, между прочим, 6-12 дом. Я вижу, что у вас здесь 6-12 дом умный, хорошо развит. Мы, конечно, еще не открыли саму карту, вот эту, да, последнюю, но сейчас мы до нее дойдем. Значит, что здесь у вас что-то, как сказать, что-то может быть скрыто от вас, но вы достаточно умны, чтобы угадать, сделать правильный выбор. Это относительно вашей работы, карьеры, также и домашних дел, недвижимости, семьи, отношений с родителями, да, для кого это актуально. Здесь вы как будто бы делаете ставки, вы как будто бы хотите рискнуть. Может быть, этот риск связан с вашей новой должностью, с новой работой. Может быть, вы рискуете относительно вопросов каких-то связанных с недвижимостью. Но вот насколько будет удачен этот риск, здесь мы видим, что будьте осторожны. Будьте осторожны, если вы, как бы сказать, не тот человек, который держит вот эти вот орешки, да. Вы видите, здесь этот человек платит деньги, потому что он не угадал, под какой скорлупой оказались вот эти 3 жемчужины. Поэтому он платит ему. Соответственно, если вы, наоборот, на месте вот этого игрока, то есть если вы занимаете такой вот, если вы тот самый человек, который играет и держит ситуацию под контролем, тогда да, тогда вас ждет успех. Но если вы желаете с кем-то вступить в игру, и вы не уверены в результате в этой игры, то здесь тогда карта как предостережение для вас, чтобы вы были осторожными, да, может быть, вы думаете, что вы можете договориться с вашим начальством, либо с какими-то вышестоящими, или вы знаете, почему они так делают, какую линию там занимает ваш директор, да, например, но вы можете в чем-то здесь просчитаться. То же самое, покупая недвижимость, да, допустим, не зная точно, с кем вы имеете дело, у вас может оказаться какой-то нечестный риэлтор, который продает вам кота в мешке, или какой-то ремонт в квартире, что-то вы делаете, улучшение, да, тоже вы, возможно, как сказать, хотите подешевле купить, да, но в итоге придется подороже заплатить. То есть вот здесь такой есть риск. Ну а если вы сами кого-то, не то чтобы даже обманываете, но играете с кем-то, да, то тогда вы можете здесь выступить как победитель, и вам заплатят эти деньги, потому что вы знаете, как обставить ситуацию так, чтобы победа оказалась на вашей стороне. 5-й, 11-й сектор, друзья, здесь я вижу Телец, Венера, здесь у нас Сатурн, но это опять какие-то плоды, какой-то прирост, да, здесь вот у нас уже была похожая карта, я не знаю, может быть, действительно вы в сентябре, кто занимается сельским хозяйством, может быть, у вас как-то работа с этим связана, да, потому что 2-й дом у знака зодиака Овен – это Телец. Телец связан с землей, с какими-то материальными такими вот очень ощутимыми благами. Здесь я вижу, что у вас все в порядке с финансами, и особенно если вы занимаетесь бизнесом, если вы вели какую-то работу, может быть, каких-то документы разрешающие ждали или что-то такое, то здесь у вас это пройдет хорошо. У вас вообще может прибавиться друзей, может быть, подписчиков, клиентов, все, что связано с рекламой, увеличится. Благоприятная карта. Может быть, ваш друг или подруга как-то вам поможет, вы, может быть, будете иметь какой-то совместный бизнес, либо просто вот к вам будут обращаться, может быть, даже у вас деньги занимать, или за каким-то советом к вам обращаться. Ну, то есть вы как-то ощутите себя прочно стоящим на ногах, особенно это касается тех овнов, которые
имеют бизнес. Кстати, прирост в семье, ведь это еще у нас карта не только творчества, но и детей. Вы видите, здесь у него на руках маленький, как барашек. Поэтому возможно, что у многих либо дети вас чем-то порадуют, либо вы узнаете о том, что вы беременны, либо кто-то из ваших друзей, может быть, попросит вас стать крестным отцом, крестной матерью. Каким-то образом здесь эта ситуация может быть связана с детьми. Карта благоприятная, поэтому вам нужно заниматься рекламой, вам нужно как-то, не знаю, помогать вашим детям в их успехах или просто радоваться за них. То есть эта карта вообще такая радости. Вы видите, что мужчина очень спокоен, умиротворенен, поэтому все животные собрались рядом с ним, кормят птиц с руки. То есть карта такого спокойствия, умиротворения, радости, долгожданной, может быть, радости для кого-то, да, поэтому здесь успех и удача вам будет сопутствовать, потому что это же карта 11-й сектор, который отвечает за удачу. И вот, наконец-то, мы дошли до 12-го сектора, да, это сектор тайн, здоровья, служения. И здесь карта марионетки. Ну что, во-первых, здесь Луна в Скорпионе, Венера в Тельце. Это какие-то деньги, возможно, которые вы либо получаете, либо тратите от оказания какого-то сервиса другим людям. Может быть, вы работаете в секторе сервиса, да, это может быть что угодно, а может быть, это вот что-то связанное с публичными выступлениями, либо вам как-то надо будет играть какую-то роль, да, чтобы к вам пришли деньги, чтобы люди захотели вас проспонсировать в каких-то там делах. Вы должны быть как марионетка, то есть вас будут дергать за ниточки, и, ну, это придется вам на что-то, может быть, пойти, может быть, у вас, я даже не знаю, с чем это может быть ситуация связана, с работой, а может быть, вообще, если вы не работаете, это как-то дома вы будете вот так вот балансировать для того, чтобы сохранить какую-то гармонию в семье, среди вашего окружения. Но, тем не менее, я считаю, что это финансовая, это денежная карта, это деньги, которые вы зарабатываете, также это деньги от других людей, от спонсоров. И, возможно, вам надо, да, проявить какие-то вот такие дипломатические черты характера и поддаться на уговоры какие-то, да, если это выгодно вам будет в будущем. Также эта карта говорит о том, что если вы захотите потратить деньги на здоровье, то деньги у вас будут. Об этом нам говорила вот эта карта, да, здесь у нас Меркурий в Деве. У вас будет либо хорошее здоровье, либо, может быть, это какие-то новые люди, которые оказывают вам сервис в какой-либо области. Вы будете искать таких людей, и тогда вы будете искать таких работников, которые будут плясать под вашу дудку. Если уже вы сами оказываете кому-то сервис, то, соответственно, вам надо будет сказать, да, вашему работодателю, что вы можете делать то, что он хочет. Потому что эта марионетка, да, мы видим, она на ниточках, она как бы ее тело не принадлежит ей самой. Она должна быть красивой, да, по карте Венера в Тельце и удовлетворять потребности того человека, который вот ее сюда поставил на эту сцену. Но тем не менее это неплохая карта. Я думаю, что у вас будет здоровье, у вас будет, как сказать, вам как будто бы вот не придется думать своим умом по этой карте, я бы так сказала. Как будто вы должны, кто-то вам будет говорить, как надо делать. И вам будет это, наверное, нравиться, потому что это будет приносить вам своего рода какие-то дивиденды. Так, давайте возьмем карты из колоды Moonology, чтобы они дали какой-то совет еще для вас, Овны. Как вам прожить сентябрь? Карта сама выходит, это голубая луна. Так, интересно. Еще одна карта. Полная луна в знаке Девы. Ну вот видите, здесь вот я вижу, что все-таки вопросы здоровья и какие-то неожиданные даже, да. Ну, во-первых, голубая луна. Здесь написано, что надо верить в невозможное. Поэтому, возможно, какие-то неожиданные события произойдут, которые, ну, вас удивят. Они могут быть связаны с вашей повседневной жизнью. Вот как будто бы в вашей повседневной жизни будут какие-то перемены,
даже не то, что перемены, ну вот что-то такое произойдет, что может поменять вашу повседневную жизнь. Может быть, даже здоровье, может быть, относительно вашей диеты или какого-то питания, вы прям вот что-то поймете, интуитивно откроете для себя, как вам нужно дальше заниматься своим здоровьем, свою жизнь, свой быт вести. Может быть, неожиданно разрешится ситуация, которая уже тянулась давно. Карта Девы это какие-то вот служащие, казенные дома. Может быть, у вас будет удача, связанная с документами в казенном доме, в какой-то больнице, в организации. Может быть, вы удачно получите какую-то консультацию человека, который стоит вышестоящий. Но здесь у нас вот с вышестоящим я вам говорила, что если вы играете в игры, будьте осторожны, вы можете не угадать, не надо угадывать, надо действовать четко. Здесь у вас много выпадала карта Меркурия, да, и карты Девы. А Меркурий и Дева – это четкие, логические, продуманные ходы, это 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, вот все, что с этим связано. Поэтому, я думаю, у вас будут интересные какие-то события, либо одно точно интересное, у вас будет прекрасное здоровье, у вас может меняться что-то на работе в связи с вашими коллегами, в связи с вашими рабочими обязанностями в сентябре. Это может быть как неожиданно меньше обязанностей, так вас, может быть, неожиданно переведут на какую-то новую должность или дадут вам какие-то новые обязанности. И вот вы как марионетка должны выйти делать то, что ваш начальник вам скажет. Но вы получите за это деньги. Я вижу, это карта финансов. Вот такой для вас расклад Овны на сентябрь. Я желаю вам прекрасных партнерских взаимоотношений, несмотря на то, что здесь вышла карта Сатурна. Сатурн, я считаю, что это одна из лучших карт колоды, потому что только трудом мы можем понять, да, что, ну, как сказать, вот истинные ценности не по Сатурну. Я считаю так, поэтому истинные отношения и те люди мудрые, мудрость какая-то, вот эти вековые традиции, на которых вы будете опираться, и лучше вам, да, на них опираться в сентябре, принесут вам в итоге очень хорошие плоды по карте вот этой, да, 3-9 сектор. Так что я желаю вам всего самого лучшего. Это был общий расклад. Возьмите все самое лучшее, что резонирует с вами в данный момент времени. И обязательно ставьте лайк, комментируйте, как у вас прошел сентябрь. Подписывайтесь на мой канал. До встречи на моих новых видео. Всем пока!